Представьте себе, величественная белая стена Антарктиды, за которой прячется тайна, что перевернула бы наш взгляд на историю планеты. Сегодня вы узнаете то, что раньше было известно лишь избранным, шокирующие открытия, которые ученые сделали во льдах самого холодного континента. Эти секреты, долгое время скрытые от общественности, могли изменить все, что мы знаем о нашем мире. Осторожно, потому что эти истории, раскрывшиеся благодаря удивительным фотоснимкам, заставят мурашки пробежать по вашей коже от удивления и недоверия. Антарктида – это самый южный материк на Земле, открытый русскими исследователями в 1820 году. Этот край, укрытый толстым слоем льда, хранит множество тайн. Здесь на протяжении более 2 миллионов лет не выпадали осадки. Однако Антарктида содержит свыше 80% всех мировых запасов пресной воды. Одним из уникальных объектов, скрытых под ледяной коркой, является озеро Восток. Его обнаружили российские ученые в конце 20 века. Площадь водоема достигает примерно 161 458 футов, а максимальная глубина превышает 3937 футов. Озеро спрятано под ледником толщиной 11 886,5 футов. На поверхности температура опускается до минус 130 градусов по Фаренгейту. И хотя света нет, а давление велико, исследователи все равно нашли там живые организмы. Эти бактерии развивались изолированно от других видов, поэтому они совершенно отличаются от известных науке микроорганизмов. Однако Восток – это лишь одно из множества подобных озер в Антарктике, общее число которых может превышать 400. На территории Антарктиды существуют участки, где поверхность Земли не покрыта водными объектами. Одним из таких мест является впадина Бентли, расположенная на Земле Мэри Бёрд. Эта впадина, вероятно, образовалась в результате тектонических процессов и достигает глубины 8333 фута ниже уровня моря. Вау! Несмотря на значительную глубину, она заполнена снегом. Континент Антарктида подразделяется на две части – западную и восточную. Ледяные покровы Восточной Антарктики значительно толще, их высота варьируется от 10 до 13 тысяч футов. Тогда как толщина льдов Западной Антарктиды заметно меньше – порядка 3600 футов. Это различие связано с тем, что под восточными льдами находятся останки древнего суперконтинента Гондвана, включавшего в себя такие современные континенты, как Африка, Южная Америка, Индия, Австралия и сама Антарктика. Когда Гондвану разорвала тектоническая активность, часть антарктического материка оказалась вблизи Южного полюса, и ее древние ландшафты оказались погребены под слоями льда. Эти древние геологические структуры называются кротонами, стабильными каменными ядрами континентов, возраст которых может составлять от 100 до 500 миллионов лет. С начала 20 века, когда первые исследователи отправились покорять Южный полюс, стали появляться сообщения о странностях и аномалиях в этих местах. Одним из ярких примеров стала экспедиция Роберта Фолклана Скотта, которая достигла Южного магнитного полюса 18 января 1912 года. В ходе своего путешествия команда потеряла лишь одного участника, но возвращение оказалось роковым для всей группы. Официальная версия гласит, что причиной гибели участников стало экстремальное погодное воздействие Антарктики. Тем не менее, записи, найденные позже, указывают на то, что члены экспедиции столкнулись не только с природными трудностями, но и с таинственными явлениями, такими как загадочные светящиеся шары, которые будто бы уничтожили их одного за другим. В конце 1950-х годов завершилась трагическим исходом экспедиция к Южному полюсу, вышедшая со станции Мирный. Из 6 участников вернулись только 2, причем лишь один из них, Юрий Коршунов, сохранил ясность ума. Позже он описал произошедшее, утверждая, что группа подверглась атаке огромного светящегося шара диаметром 50-65 футов. Этот объект, по словам Коршунова, менял свою окраску и форму, иногда напоминая колбасу с чем-то вроде отверстия, которым он мог двигать. Под воздействием этого существа снег моментально таял, а люди получали серьезные ожоги, их одежда превращалась в истлевшие тряпки. Другой инцидент произошел в 1966 году. Экспедиция США, стартовавшая со станции Мидуэй, вернулась без потерь среди 17 участников, однако впоследствии половина из них оказалась в психиатрических лечебницах. Все отчеты и записи этой экспедиции были немедленно засекречены. Исследователи неоднократно сталкивались с мистическими явлениями в Антарктиде. Огромные светящиеся шары и фигуры, появление которых сопровождалось магнитными аномалиями и таянием снега, становились смертельной угрозой для многих участников экспедиций в район Южного магнитного полюса. Это загадочное явление получило свое название в 1966 году благодаря американскому физику Рою Кристоферу, который окрестил его плазмозаврами. Он считал, что эти объекты представляют собой живые существа, состоящие из сгустков плазмы. Российские ученые тоже признают существование подобной аномалии, но интерпретируют ее иначе.
Они считают, что это психофизический энергетический сгусток, способный вызывать галлюцинации и наносить людям повреждения мощными электрическими разрядами. Кроме того, некоторые специалисты высказывают предположение, что подобные образования могли возникнуть задолго до появления органической жизни на Земле. Экспедиция 1912 года в Антарктиду, возглавляемая знаменитым британским исследователем Робертом Фолклоном Скоттом, завершилась трагедией в 1913 году. Оказалось, что только один участник смог вернуться домой живым, привезя с собой редкие фотоархивы, которые, возможно, содержат информацию о легендарной ледяной стене, одной из загадок Антарктиды. Согласно преданиям, эта стена пересекает весь ледяной континент. Большая часть снимков, сделанных командой Скотта, до сих пор хранится в закрытых британских архивах. Однако в последние годы небольшая подборка фотографий, предположительно запечатлевших другую цивилизацию за ледяной стеной, просочилась в интернет. В декабре 2022 года на платформе BitChute, запрещена в России, вновь появились снимки, приписываемые Роберту Скотту и датируемые периодом 1912-1913 годов. На этих кадрах виден ландшафт за ледовой преградой. После преодоления зоны экстремально низких температур открывается теплый юг с постепенно исчезающими льдами, появлением растительности, включая леса, и, наконец, каменистый берег, выходящий к неизвестному океану. Там, вдоль берега, разбросаны разнообразные артефакты, руины древних храмов и статуи, изображающие людей и загадочных существ. What? Многие задаются вопросом, зачем участникам полярных экспедиций приходилось выдерживать тяжелейшие испытания, питаясь замороженной пищей, передвигаясь на лыжах и страдая от обморожений, зная, что вероятность выживания крайне низка? Ни один охотник за сокровищами или испанские завоеватели не шли на такой риск, несмотря на свою смелость и готовность к приключениям. Официально считается, что Роберт Скотт умер на обратном пути к судну Terra Nova, которое доставило его в Антарктиду. Однако неофициальные исследования конца 20 века показывают, что знаменитого исследователя, возможно, убили. Оказалось, что все пункты отдыха на маршруте возвращения были пусты. Запасы еды, топлива и оборудования исчезли, что привело к гибели экспедиции. Некоторые предполагают, что припасы могли быть уничтожены некими хищниками, преследующими инопланетян, но основное подозрение падает на капитана корабля Terra Nova. Возможно, Роберт Скотт узнал слишком многое и не хотел держать эту информацию в тайне. Таким образом, его могли заставить молчать навсегда. Существует карта, созданная в древности адмиралом Пири Рейсом, которая поражает точностью отображения берегов и рельефа Антарктиды, словно она была составлена с помощью спутников с инфракрасными датчиками, способных видеть сквозь лед. Все это наводит на мысль, что Антарктида представляет собой огромный искусственный холодильник, созданный для закрытия прохода в иные миры. И эту правду о нас тщательно скрывают. Возможно, Антарктида является лишь частью другой белой стены. Однако исследования о ней подвергаются строгому контролю и цензуре. Вся серьезная информация о белой стене либо высмеивается, либо бесследно исчезает из архивов и интернета. Этот загадочный объект, протянувшийся вдоль 180-го меридиана по дну Тихого океана, был стерт с навигационных карт и сервисов. Тем не менее, опытные моряки и подводники осведомлены о его существовании, но избегают обсуждения данной темы. Создается впечатление, что кто-то целенаправленно старается скрыть сведения о данном сооружении. Этот таинственный объект, получивший название «Великая Белая Стена», в 2020 году тянется от Антарктиды до Арктики по дну океана. Протяженность стены составляет около 12,5 тысяч миль, ширина колеблется от 3 до 13 тысяч футов, а высота достигает 19,5 тысяч футов в разных точках. Структура стены разнообразна. Местами видны поддерживающие колонны и контрфорсы. В других участках — сооружения, похожие на ворота или шлюзы. Рядом с ней расположены пирамидальные образования, явно искусственного происхождения, а также области, покрытые илом и песком. В отдельных частях стены наблюдаются разрушения, создающие впечатление наличия металлического или иного стержня внутри нее. Примечательно, что в научной литературе иногда публикуются статьи о древних архитектурных объектах в этом регионе, которые могли принадлежать давно исчезнувшим цивилизациям. Однако факт существования Великой Белой Стены остается под завесой тайны официальной науки. Гипотеза о ее существовании впервые была выдвинута учеными, изучавшими квадратные айсберги в море Росса у берегов Антарктиды. В процессе своих исследований они натолкнулись на загадочный объект, напоминающий огромную стену. Для лучшего понимания вопроса о Великой подводной стене обратимся к истории. В 1884 году международное сообщество определило Гринвичский меридиан как нулевой. Название меридиан получил в честь Гринвичской обсерватории в Лондоне, откуда ведется отсчет мирового времени. Среди ученых, участвовавших в обсуждении выбора нулевого меридиана, был канадский шотландец сэр Сэнфорд Флеминг.
Ходили слухи, что он был членом одной из масонских лож и занимал в ней значительное положение. Флеминг предложил установить нулевой меридиан вдоль подводной стены. Таким образом, отсчет времени должен был начинаться со 180-го меридиана. Интересно отметить, что этот меридиан является зеркальной противоположностью гринвичского и делит мир на сегодняшний день и завтрашний. Однако предложение Флеминга было отклонено в пользу Гринвича. Возможно, такое решение позволило избежать излишней прозрачности. Начиная с 2010 года в интернете начали появляться фотографии и видеоролики загадочной подводной стены, снятые блогерами и энтузиастами, использующими онлайн-карты и навигационные сервисы для исследования океана. Ученые и моряки осторожно выражали свои мысли относительно существования этого странного гигантского сооружения на дне Тихого океана. К сожалению, теперь нам приходится полагаться исключительно на сохранившиеся изображения и видео, поскольку в 2019 году это таинственное образование было удалено с большинства онлайн-карт. Официальные исследования данного объекта также прекратились. Первоначальная информация о Великой Стене Земли появилась на картах Google, и перед ее удалением представители компании заявили, что это просто программная ошибка, результат наложения снимков дна океана. Однако, если это правда, то почему на некоторых участках карт Google все еще видны небрежно замазанные пирамиды, ворота и прочие необычные структуры, напоминающие искусственные сооружения? Что касается перепадов высоты, то они выглядят так, будто их поспешно закрасили. Сейчас практически всю длину стены заменила размытая подводная местность, а программисты Google больше не дают комментариев по поводу этого объекта. Замечу, что первые упоминания о гигантском подводном сооружении возникли задолго до появления интернета. Есть пророчество о Белом царе и Великой подводной стене, зафиксированное в книге пророка Захарии. В нем говорится о некоем Белом царе Зоровавеле, который однажды покажет миру эту стену. Предполагается, что она станет краеугольным камнем, освобождающим человечество от цепей лжи и раскрывающим людям истинную сущность бытия. В 2024 году следы загадочной стены можно заметить на архипелаге Фиджи. Карты показывают, что она пересекает остров Тавиуни. Опытные дайверы давно стремятся изучить эту структуру в этом районе, но погружение разрешено только в одном месте, где расположен живописный коралловый риф. Расскажу вам интересный факт. Дайверов, сбившихся с курса, встречает вооруженный патруль без опознавательных знаков, настоятельно рекомендующий держаться туристического маршрута. What? Если дайвер случайно оказывается в закрытой зоне с фото- или видеокамерой, его оборудование конфискуется, а все материалы удаляют под предлогом охраны природы. Стоит упомянуть, что севернее архипелага Фиджи лежит остров Раби, значительная часть которого покрыта, казалось бы, специально обработанными облаками. В сети можно встретить данные о том, что в этом регионе уже долгое время ведутся секретные исследования Великой Белой Стены, а острова арендованы могущественной корпорацией на десятилетия вперед. Возможно, это та же самая организация, занимающаяся тайными раскопками в Антарктиде. Официальная наука подходит к теме существования гигантской белой стены в Тихом океане с большой осторожностью. Интересно, что в архивах интернета все еще можно найти старые научные публикации, в которых косвенно упоминается о колоссальной подводной структуре, простирающейся от одного полюса до другого на дне Тихого океана. Например, в международном издании Nature Geoscience несколько лет назад вышла серия статей, посвященных Антарктиде, где исследователи детально анализируют феномен идеально квадратных или прямоугольных айсбергов в районе моря Росса. Именно там, где совсем недавно на картах отмечалась та самая огромная стена Земли. Действительно удивительно, что в этих исследованиях ученые открыто указывают на наличие подводной каменной структуры гигантских размеров, которая, по их мнению, оказывает влияние на формирование квадратных айсбергов. Более того, в этих публикациях отмечается любопытный факт. Согласно данным ученых, эта стена проникает глубоко под поверхность Антарктиды и фактически делит ее почти пополам. Одна половина ледяного континента характеризуется монолитным рельефом, тогда как другая имеет вулканическое происхождение. Что это может означать? Получается, что Антарктида разделена на два абсолютно разных по природному составу региона, или подводная стена является частью ледяной преграды Антарктиды? Сколько еще тайн скрывает Антарктида, и удастся ли ученым разгадать их все? Ответ на этот вопрос остается открытым. Загадочный материк продолжает хранить свои секреты, обещая новые открытия в будущем. У меня же, друзья, секретов нет. Но есть очень интересное предложение. У вас есть уникальная возможность стать частью нашей команды. Если вы владеете навыками видеомонтажа, можете озвучивать ролики на русском, английском и других языках, или же пишите интересные сценарии, мы будем рады с вами поработать. Пишите в нашего телеграм-бота. Ссылка в описании. А на сегодня это все. Всем удачи и до встречи.